Что же, всем привет! Сегодня я хотел бы разобрать такую локацию, как приток шахты, относительно фарма денег, учитывая новые события, которые добавили. Также разберу еще кузню тоже в этом плане, и то, сколько уровней БП сейчас максимум получится вкачать за день. Раньше я уже разобрал стартовые локации и отражение объезд. На стартовых, кстати, уже нерфанули фарм. По ощущениям, где-то на 40% меньше выходит, чем раньше. А на отражении я вот сегодня фармил, то вроде все еще актуально. На притоке тоже чуть не рфанули, но нам сегодня это не помешает. И да, ролик такого формата, как сейчас, будет последним. По крайней мере до тех пор, пока не будет глобальных изменений. Итак, что можно рассказать о притоке шахтах? Локация в принципе неплохая, есть свои плюсы и минусы. Здесь на самом деле, в отличие от других локаций, есть намного больше вариантов того, как зарабатывать деньги и какими способами. По примеру, лутать протки, собирать хлам для убежки, если он еще актуальный в цене, фармить споты людей и так далее. Но сегодня рассмотрю только те, которые, как по мне, сейчас самые актуальные. Если условно разделить приток шахты, то у нас получится две зоны. Зеленая, та, которая относительно безопасная, и красная, где ближе к вражеской территории. Тут еще все зависит от того, с какой именно вы группировки. Так вот, первым делом я решил затестить более спокойную часть локации. Первое, что мне бросилось в глаза, это артхантеры, за которых давали гамму, и боссы в виде псевдочей химеры. Поэтому я решил проверять данный метод, просто бегая от одного спота с артхантерами к другому на противоположной стороне, и таким образом фармить гамму и боссов. Но этот способ оказался не очень эффективным, за час фарма он принес только около полумиллиона. Поэтому я задумался, а не лучше ли фармить один спот артхантеров в одной части локации, и пока они респаунятся, зафармить что-то еще рядом. И спойлер, это оказалось довольно прибыльным делом. Смотри, сам спот артхантера спаунится примерно 1,5 минуты. За это время мы можем бегать примерно в этом квадрате и лутать еще активности с гаммой. Да, именно с гаммой, а не обычные споты. Я взял с собой целый инвентарь установок и принялся тестировать данный способ. Это оказалось очень удобно. Когда ты фармишь артхантеров, как раз хватает времени, чтобы зафармить, допустим, разлом с желейными мобами, и как раз вернуться к респауну артхантеров. А дальше сделать такой же круг с фармилкой какой-то установки, разлома или протки. Самая ценная второстепенная активность — это брошенные установки, так как за них дает намного больше, чем за другие. Ну если еще рядом спаунился босс, я его тоже фармил. Это как раз удобно, так как они респаунятся по боках карты, а кровососы, которых я не фармлю в центре. В итоге такой способ приносит мне 940 тысяч валюты в час, при условии продажи гаммы и естественно пыли с другим бартером. Ну и это, конечно, еще если никто тебя не ебнет, пока ты будешь фармить. По крайней мере, это происходит не так часто. Кстати, стильные графические вставки и превью не только удерживают внимание, но и задают правильное настроение всему видео. Если вам нужна по-настоящему цепляющая превьюха или оформление для канала, обратитесь к медиахудожнику Эрнхарту. Он создает обложки для YouTube-блогеров и музыкантов. Вот несколько примеров из его работ. А если интересно побольше, то обязательно залетай в его телеграм-канал. Ссылочку ты найдешь в описании. А теперь возвращаемся к делу. Почему я тут акцентирую внимание именно на артхантеров? Все дело в том, что это тупо выгодно. Ведь по сути ты без перебоя фармишь активности с гаммой. А если бы ты просто бегал все время на протках, это просто тупо было бы медленней. А фарм на обычных спотах людей, где выпадает вещество, я сразу отметаю, там особо много не выфармишь. Итак, это была безопасная часть, а теперь самая сладкая. Вот эта часть, которая буквально усеяна вражескими спотами. И знаешь что? Я, конечно же, и дальше тут буду фармить гамму. Особую ценность здесь представляют ученые вражеской группировки. Я просто по сути бегаю от этой части карты по эту. И по дороге пылесошу все активности с гаммой, кроме проток и разломов. И таким темпом, если все идеально, то тут можно лутать почти 1 300 000 валюты в час. Но здесь есть одно большое но. Это вражеские игроки, которых тут просто миллион. И безопасно выфармить здесь длительное время почти невозможно. Даже чтобы сделать один вынос на 20 минут, мне обычно требовалось несколько попыток и еще полчаса в придачу. Поэтому этот способ хоть и дает много бабок, но он слишком опасный. Если подводить итоги по локации приток шахты, то я бы выделил способ, в котором ты фармишься примерно в таком квадрате. Артхантеров и установки как самый оптимальный. И бабок неплохо, и риски намного меньше. 940к в час это тоже в принципе неплохо. Особенно если у тебя нет научки, чтобы пойти в лабиринт или там на отражение. А теперь поговорим о опыте БП. Смотри, сейчас у меня 73 уровень.
Моя первая задача выбрать хорошие роллы по квестам. Я взял акцент на том, что можно быстро и много зафармить, а именно стаи собак и чумных собак. Так как за один спот чумных шавок засчитывается также и спот обычных, это значит, что за один спот ты выполняешь 2 задания. Остальные я не успел идеально заролить, но в идеале должно быть что-то дополняющее, типа там установки, зомби, босс-кровосос и так далее. Сейчас я поставил цель проверить, за сколько можно выполнить 45 задач, которые идут перед бесконечными. Итак, сейчас 10:22, погнали. Переместившись в будущее на 11:23, то есть прошло чуть более часа времени, я сделал 45 задач. За это получил 89 уровень. Но 5 уровней я получил за 45 задач в еженедельке, поэтому мы их минусуем. А также 3700 опыта я получил за перезагрузку. Так что их тоже отнимаем. И получается, в чистую я заработал 7 уровней за 1 час на вот этих задачах. В принципе, это, конечно, маловато, но давай посмотрим, сколько получится на бесконечных квестах. Итак, спустя час у меня уже 100 задач, и за них я зафармил 1300 опыта, то есть почти 1,5 уровня в час. Не густо, конечно, учитывая то, что я фармил собак и не получал с этого почти денег. Но, конечно, без всяких бустов еженеделек, в день в принципе за 2 часа можно делать примерно 8-9 уровней. А каждый следующий час, если плотно качаться, будет примерно 1 уровень, если фармить что-то ценное по типу установок, так как их дольше фармить, чем собак. Итого, максимум, который ты можешь выжать в день, если играть по 10 часов, это где-то 17 уровней. В неделю, если ты будешь играть таким темпом, но допустим не 10 часов, а хотя бы 5, то у тебя получится 104 уровня с учетом еженедельных заданий. Много это или мало, решай сам. Конечно, можно еще в день дополнительно лутать почти 4 уровня за перезагрузки, но камон, кто их покупать ради этого будет? Лично я нет. Вообще, на самом деле, эти задачи лучше подбирать под себя. Типа, идешь на целый день фармить гамму, то бери квесты на установки или что ты там будешь себе фармить. Ну окей, а теперь переходим к кузне. Вообще я о кузне изначально планировал сделать отдельный ролик, но я что-то подзаебался от такого рода контента, поэтому впихнул все в один. Что касается обычных спотов рядом с голд кемпами, то здесь почти все то же самое, что и раньше. Просто теперь если нет голд спота, то появятся другие активности. Но сути это не меняет. Раньше кузню обычно все фармили из-за запечаток, а по деньгам она давала в принципе слабовато. За споты людей с веществом особо много не зафармишь. Но вот новые споты артхантеров и вот этой обороны, которые дают гамму, это здесь очень интересная штука. Спавнятся они в центре кузни, всего их должно быть 4 штуки. Фармить тут безусловно очень опасно, но и достаточно выгодно. В час получается примерно как на притоке в опасной зоне, то есть примерно лям 300 в час. Здесь все просто. Есть вот артхантеры. Ты просто лутаешь их и бежишь на другой респ с таким же спотом. И ты как раз успеваешь добежать, когда он реснется. Осталось только повторять такие круги, пока не надоест, ну или пока тебя не убьют. И что сказать. Кузя хоть и тоже дает неплохо, но фармить в центре здесь я бы на постоянной основе не стал, ибо слишком большой риск. Самый комфортный для меня фарм это вариант в притоке шахтах, где ты убиваешь артхантеров, лутаешь установку или разлом и потом опять артхантеров. Пусть он и дает меньше, порядка 900 тысяч в час, но и риски здесь также меньше. Но в целом из всех этих северных локаций фаворитом для меня является безусловно отражение, лабиринт и затон. Да, я и думаю, ты уже заметил, что во всех этих локациях, а именно приток, шахты, отражение, объезд, кузня и стартовые локации, которые мы разобрали, в них в основном фарм идет через гамму. Именно через продажу гаммы получается основной источник дохода, ибо это просто тупо выгоднее всего. И другие активности по доходу гамма просто затмевает. Поэтому, если хочешь много денег, но не хочешь, чтобы сильно горела жопа, фарми гамму на притоке или отражении. Получается довольно неплохо. Ну а на этом я с вами прощаюсь.